Ребзя, всем привет! Парочка новостей из Чернобыльской зоны точнее даже с ЧАЭС, с Чернобыльской атомной станции. В общем, электроснабжение восстановлено, все более или менее нормализовалось, хотя трижды обрывали линии. Вот. Но главная новость не в этом. Я вот связывался с друзьями, и сообщили они мне, что великая и могучая российская армия громит там все к херам, блин, ворует беспощадно все, что плохо лежит. Грузят просто тупо на грузовики, грузят компьютеры, грузят оргтехнику, грузят телевизоры, плазмы, ну, различное дорогостоящее оборудование, которого там валом. Вот, различные инструменты, ну, типа, я имею в виду электроинструмент для строительных работ. Короче, все, что могут, сгрузить и украсть, все воруют, грузят на грузовики, ну, на военные, ну, как бы работникам не вредят, не бьют их, типа, ну, там никого не расстреливают, такой, ну, жести подобной не наблюдается. Вот, но материальную базу, в общем, они деребанят усердно и немилосердно. И что интересно, ну, на этот счет высказываются разные предположения в том отношении, что, ну, как бы непонятно, то ли они будут, у них ротация намечается, и как бы те, кто там есть сейчас, будут уезжать в Россию, соответственно, будут, ну, хотят как-то увезти с собой хоть что-то, потому что у них в стране, насколько я слышал, даже унитазы уже там подорожали вдвое, кондиционеры подорожали на 125%, ну и дальше в том же духе все. Стиральные машинки подорожали до 100%, на 80, 60, 90%. Ну, да, и все, так как производители в основной своей массе покинули территорию великой империи, в кавычках, естественно, то, ну, людям просто когда закончится на складах техника бытовая иностранного производства, строительные инструменты, ну, электрооборудование, короче, электроинструмент, то купить его будет негде. И все это прекрасно понимают. И поэтому тянут все, что плохо лежит. Вот. Дальше, что еще важно? Значит, после того, ну, как бы той итальянской забастовки, молчаливого бунта, отказа выходить и выполнять свои функциональные обязанности, в общем, было нечто вроде собрания, и работники станции все-таки решили, что они не будут добиваться ротации, не будут добиваться замены их на другую смену по той простой причине, что фактически люди, которые придут после них, они сами будут поставлены в подобные условия. И, в общем, все дружно подумали, что подставлять так своих же коллег, своих друзей, с которыми они живут в одном городе, Славутич, своих соседей и друзей они не могут. Вот. И было принято решение остаться и, ну, как-то, в общем, взять себя в руки и выполнять функциональные обязанности, несмотря на то давление, которое на них оказывается, несмотря на то, что их там, ну, не избивают, не пытают. Психологическое давление и огромная физическая и психическая усталость все-таки есть. И им, поверьте, нелегко. Вот. Что касается, вот этих вот высказываний, которые периодически появляются под моими видео, вот, со стороны кремлеботов, которые пишут совершенно идиотские комментарии, даже не понимая элементарного географического расположения Чернобыльской станции, города Припять и города Чернобыль, я могу сказать только одно: как хорошо, что вы есть, уважаемые, точнее, совсем неуважаемые кремлеботы. Потому что на вашем примере, м, можно легко и непринужденно убедиться в вашей же тупости. Вот, потому что вы оставляете комментарии,
часто даже не посмотрев видео, и это очень забавно. Оставляете комментарии о том, что я там трогаю лицо, и значит я вру, при том, что я вообще не трогаю лицо, когда записываю видео. Оставляете комментарии, что работники ЧАЭС выходят с ЧАЭС и гуляют по Припяти, что крайне тупо, потому что Припять находится, ну, на некотором расстоянии от Чернобыльской станции, вот. И так, ну, так, когда ты выходишь с Чернобыльской станции, ты не попадаешь в город Припять. Я вам скажу больше, ты даже не попадаешь в город Чернобыль. Ну, это просто разные географические точки на карте. Вот. И, в общем, все это читать крайне забавно. Вот. Спасибо вам за комментарии, потому что благодаря вам, ну, чем больше комментариев, тем больше видос появляется в рекомендациях. Вот. И спасибо вам за вашу тупость, потому что вы прекрасно работаете на дискредитацию собственного режима и показываете наилучшим образом, ну, кто вы есть на самом деле. То есть даже я не смог бы сделать больше или показать вашу собственную тупость, чем вы это делаете сами. Вот, да, еще находится масса странных персонажей, которые совершенно искренне пишут уничтожающие какие-то мрачные комментарии, желают нам всем тут смерти, обзывают детей с флажками Украины фашистами. И вот это вот все, в общем, весь этот понос. Это как нельзя лучше показывает, кто вы есть вообще. Кто вы есть на самом деле. Вы сами себя показываете, всю вашу сущность. Так что не знаю, что вам сказать еще. В общем, за наших работников станции мы, естественно, держим кулачки. Мы все им очень благодарны за их самоотдачу и самоотверженный труд. Вот. Да, насчет города Славутич. В городе Славутич также восстановлено электроснабжение уже несколько дней. Люди вышли из режима жизни, как в каменном веке. Ну, в том плане, что они ведь готовили еду на кострах возле подъездов. Вот. У меня вот один из друзей, у него аккумуляторы были дома, вот, и он мог запитываться, ну, или свои устройства, там, телефон мог запитывать как-то от аккумулятора, но у основной массы людей, ну, таких возможностей не было, и, конечно, все это было довольно грустно. Хотя, опять же, несмотря на то, что он запитывал телефон, там, допустим, от аккумулятора, да, мог иметь какое-то освещение минимальное, готовить все равно приходилось на печке, вот, на летней кухне. Вот, в общем, да, люди потихоньку вливаются в колею нормальной жизни, хотя, опять же, с продуктами в магазинах проблемы, потому что их просто тупо нет. Ну, в общем, братцы, спасибо тем, кто оставляет положительные комментарии, спасибо за лайки, спасибо за репосты. В текущей ситуации это крайне важно, потому что сейчас вы должны понимать, что информационная война ведется не менее жарко, чем война, ну, на полях сражений. Вот, потому что кремлеботы меня 4 раза уже взламывали, чтобы вы понимали. Точнее так, 4 раза пытались взломать, один раз, ну, практически взломали телефон, но мне удалось, в общем, справиться. И еще 2 раза взламывали "Инстаграм", пишут различные угрозы. Я даже оставлял, ну, типа фотографию, скрины у себя в "Фейсбуке" выкладывал. Ну, что ж, такова наша реальность сегодня. И, по поводу обстрела Львова, который произошел вчера, могу сказать, что, обошлось без жертв. Вот, слава богу. Слава Украине!